И сегодня у нас солнечная Италия. И что самое вкусное из Италии? Пицца. Пицца неаполитана. Это будет оригинальная неаполитанская пицца. И что нам для этого нужно? Для того, чтобы у пиццы получилась очень вкусный такой основа мучная. И что для этого надо? Всего лишь вода, мука, дрожжи и соль. Все. Больше ничего для этого не нужно. Если у вас есть мука итальянская, это 0,0 помол, 2,0 или 1,0. Супер. У вас получится просто идеальная пицца. Но если у вас ее и нету, не переживайте. Я пробовал, получается 100% по этому рецепту. И из простой муки высшего сорта. Конечно, из этой немножечко лучше. Так, друзья, вода. Вода теплая, не холодная, теплая вода. Мука 0,0. Дрожжи обязательно свежие. Сухие можно, но хуже. Получается совсем не то, что должно получиться. Вот. И соль. Соль обязательно крупного помола. Лучше, если у вас есть морская. И вот. А что по пропорциям? По пропорциям все просто. Заходите вот на этот вот сайт. Вот здесь вот он. Видите? Читаете. Вводите там, какую вы пиццу хотите. Неаполитанскую. Вводите, сколько вам пиц нужно. И у вас показывают все ваши ингредиенты. Вот у меня количество. Там 4 пиццы. Я из этого количества делаю побольше 3. Получается данные муки 523 грамма, соль 16 грамм, вода 340 грамм и 1 грамм дрожжей. Все просто, друзья. Приступаем. Вода. Триста 40 грамм воды. Мука 520 грамм. Соль 16 грамм. И теперь 1 грамм дрожжей. Вот примерно такое количество. Нет, осторожно, не в данный момент. Соль убьет сразу дрожжи. Поэтому обязательно добавьте небольшое количество муки. Она обволочет, закроет дрожжи от соли. И теперь вот сюда уже дрожжи. И теперь всыпаем остальную муку. На низ немножечко вот так вот оливкового масла. Сверху немножко маслица. Накрыли обязательно пленочкой. И при температуре 25 градусов до 30 на
1 часик. Часик постояло тесто. Сейчас я его добуду. Вот так вот оно у меня поднялось. Смотрите, какое оно хорошее, податливое. Вот так. По-моему, просто отличное тесто. Я его разделю на 3 одинаковые части. Примерно одинаковые. Вот такие вот. Немножко муки. И в контейнер. Вот так вот. Немножко муки на низ. И в контейнер. И так же само с третьим кусочком. Немножечко разные получились по весу. Но у нас же ведь... Ай, красивые какие. Вот. И вот сейчас вот эта вот красотень. 15-17 градусов. Минимально 8 часов. Проверено. Отлично получается, если даже она сутки. 24 часа. Даже 1,5 суток. Тоже все отлично получается. Вот. Но 15-17 градусов. Сложно, понимаю. Но вкуснятища требует жертв. Итак, для пиццы наполитано, чтобы она была сочная, вкусная, нужен обязательно вкусный томатный соус, который лучше приготовить самим. Это будет the best. У меня есть желтые помидоры. Она будет желтая, и вторая пицца будет красная. Мне нужны помидоры, базилик и экстра virgin масло первого отжима, оливковое. Вот. Еще будет одна пицца с красным соусом, она будет маринара, для нее чесночок. Как бы все, немножечко орегано для общего придания вкуса. И вот обязательно возьму вот так вот помидоры желтенькие. Вот их вот так вот и высыплю. И по возможности помельче их надо порезать. Лучше взять душистые. Конечно, если не вырастили, то купить. Вот. Очень вкусно даст помидор. Именно вот этот томатный запах. Это смешается с сыром моцарелла, базиликом, маслом оливковым. Блин, это вот тесто. Это будет просто шикарно, это будет офигенно. Помидор желтый, он сладкий, он слаще, чем красный. Поэтому вкус будет вообще просто обалденный. Сюда обязательно базилика. Обязательно вот так вот. Вот так вот немножко.
Много не нужно. Вот так. И это все хорошо нужно перетолочь. Помидор, базилик — это такое сладкое сочетание. Это такая парочка, которая друг другу просто не дает жить без запаха. Это духи, друзья. Это духи. Вот так вот. Возьму вот так вот мисочку, сетку и выложу это все дело вот сюда ложечкой. Вот так вот. И сейчас нужно мне все это хорошо перетереть. Вот так вот. Вот сюда вот обязательно вот так вот немножко помять его и разорвать базилик. Вот так. Немножечко соли. Вот так. И чуть-чуть вот так вот оливкового масла. Вот так. Вот, друзья, все это перемешиваем, и получается просто обалденный томатный соус. Ах, как это пахнет, блин. Так, один. И аналогично этому сделаем и второй. Только я не все томаты такие вот уже у меня поспели. Маленькие, красивенькие. Вот, я их эти вот порежу. Вот так. А некоторых оставлю, некоторые оставлю целыми. И на пиццу положу целые немножко помидоры. Но будет чуть-чуть по-другому. Вот, а из этой вот сделаю красный соус будет. Вот, друзья, итальянский соус для пиццы наполитано. Да и вообще для можно любой пиццы. Паста. И даже, да, и даже пасты можно запросто к макаронам любой итальянскую добавлять. Это очень вкусно, свежо и очень здорово. Это намного, друзья, лучше, чем все те соусы, которые вы купите в магазине. Еще сюда обязательно нужен чесночок. Его нужно меленько порезать так. Вот такая вот стружечка нужна нам для пиццы маринара. Вабене, друзья, все понятно. Я думаю, все понятно. Все очень просто, все очень вкусно. Так что, если вабене, то окей. И поедем дальше. Приступим к тесту. Печь у меня 500 градусов. Первым устанавливаю вот так вот отсекатель наверх возвышения, и уже сам блин для пиццы керамический. И вот сейчас вот это все при всем открытых и нижней затворке верхней догоняю на всю катушку, сколько у меня разгонится он. 450, 450, 500, 500. Только будет лучше. Конечно, я не профессионал в этом деле. Растягиваю непрофессионально. Немножко муки. Вот так. Возьмем желтого соуса, наливаем в серединку и по кругу. Еще немножко можно добавить. Много тоже не наливаем, потому что все-таки
Нам нужно сочная, но чтобы она успела прожариться. Вот так. Сюда наверх. Так вот сыр. Моцарелла. Вот так вот немножко. 400-450 градусов. И засекаем 90 секунд. И вот смотрите, что получается у пиццы. Края. Видите, какие они? Какие у нас большие, огромные дырки красивые. Вот. Это все потому, что выдержка, в принципе, 20 часов, от 8 часов выдержки теста у вас будут увеличиваться края и будет увеличиваться пышность именно этого теста. И, конечно, оно будет именно вкуснее. При приготовлении сделал небольшую ошибку. Когда вымешивал, побоялся, что будет зажидкое. И добавил, наверное, грамм 30-40 муки. И вот у меня сейчас тесто не податливое, более упругое. Вот дырочка есть, ее можно заклеить. Если что-то не получается, это ничего страшного. Немножко. Вот. Сейчас красный соус. Немножечко вот так вот чеснока. Вот он получается соус пицца маринара. Сюда же наверх. Немножко помидора, еще один добавлю. Постараться треугольничками. Здоровая еда, не нужно никакой колбасы. Так, не забыть. Вот сейчас орегано. Вот сейчас сыр. И можно убирать. — 430 градусов. Вот так. И вот сейчас сюда нужно положить вот так вот сыр еще. Вот
так вот кусочками. И сейчас уже сюда вот так вот свежий базилик. Вот так. Это будет очень вкусно. Смотрите, какая красота. Вот вам пицца маринара. Осталось попробовать. Это полное сочетание того, чего должно быть только в итальянской пицце. Это пицца наполитана, это все-таки здоровый, огромный, здоровый кусочек вкуснятины. Настолько вкусный, что я вам не могу передать. Обязательно сделайте, если у вас есть возможность именно сделать в печи, если у вас вдруг есть комода, вот, то вы приготовите себе обалденную вкусную пиццу по этому рецепту. Вот. Так что, друзья, попробую я еще вот эту. Это все-таки чеснок, сочные томаты, сыр моцарелла, базилик. Блин, это обалденно вкусно. Не надо никакого сюда соуса, не надо ничем поливать. Если вы хотите, полейте еще сверху оливковым маслом. И это будет просто незабываемая вкуснота. И суперский кусочек здоровья, который вы получите вместе с этой вот пиццей и с этим вот маслом. Так что, друзья, если вы еще не подписались на мой канал, огромное спасибо за подписочку. Ставим лайк вверх-вниз, пальчики, как вам, конечно, зайдет эта пицца или мой рецепт. Я думаю, зайдет. Это правда вкусно. До новых встреч, до новых рецептов. Это очень и очень уже будет скоро. Пока, друзья.